Всем привет, с вами снова Max Day 7. На этот раз у нас вышел 7-й сезон Роллеркоина, прошло уже больше года с тех пор, как сезоны вообще начали выходить, и этот сезон принес очередные изменения, и они достаточно обширны. Как видите, даже изначально, вот условно на превьюшке мы видим майнера на очень маленькое количество мощности, и соответственно закрадывается вопрос, а где же наши последние майнера на условно там 1 pH или что-нибудь такое. Итак, давайте разбираться. Для начала начнем с того, что теперь нужно 350 опыта на то, чтобы получить уровень. Но также уровней стало не 35, а 60. Также поднялось количество времени. Теперь у нас доступно 107, 106 условно дней на прохождение всего ивент пасса. Стало гораздо больше бесплатных наград, так как увеличили количество уровней. Experience непосредственно за неделю, тот, который вы получаете каждый день при входе в игру, если вы его забираете, он остался тем же самым. То есть за 7 дней вы получите 158 опыта. Итак, давайте считать быстренько и логично. 350 умножаем на 60. Получаем 21 тысячу. Это то, сколько нам нужно, чтобы закрыть полностью весь Event Pass. Теперь давайте посчитаем 158. Это то, сколько вы получите просто входя в игру за неделю. Умножаем на 15, потому что 106-107 дней это чуть больше 15. Это 15 недель и чуть-чуть еще дней. Эти дни я уже учитывать не буду. То есть мы получаем в общей сложности за просто вход в игру 2370 опыта. Что, соответственно, позволит нам получить собачку, 2 буста и еще вот этот буст без покупки ивент пасса. Идем дальше. Дальше у нас есть квесты. Здесь, опять же, пробежимся по 3 категориям. Те, у кого вообще нет денег, но, в принципе, есть, какое-то небольшое количество времени, чтобы играть хотя бы по 80 игр каждый день. Соответственно, что мы здесь получаем? Каждый день мы будем получать 5 плюс 5, 10 плюс 12, 22 и плюс 25, это 47. 47 опыта за эти квесты. Также мы будем делать объединение каждый день. Плюс 30 еще за это будем получать, соответственно, 47 плюс 30. Помимо этого мы также будем переходить по ссылкам и регистрироваться и прочее 2 раза. Это еще плюс 4 опыта. Мы не будем приглашать друзей, так как у нас нет возможностей. Открывать лутбоксы тоже не будем. Тратить РЛТ тоже не будем сюда учитывать. Следовательно, вы получаете 81 опыта в день. Этот 81 опыта в день вы можете умножить на 7 и получить число в неделю. И потом умножить на 15 недель. Умножить на 15. Пожалуйста, 8500 плюс 2370, которые у нас за вход. Итого вы получаете 10875 опыта. Много ли это? Я бы так не сказал, потому что 10875 мы, соответственно, делим на 350 и видим, что у нас получается 31 уровень. То есть вы сможете дойти вот до Silver лампы. И параллельно с этим забрать майнер на 30 тысяч, немножечко РЛТ, забрать майнер на 15 тысяч, еще немножечко РЛТ, забрать майнер опять на 30 тысяч, буст, РСТ, 15 тысяч, опять шапка, их много разнообразных, и как бы на этом все. Скажете, что это мало. На самом деле так оно и есть. Но всегда помните о том, что в последнее время проводились ивенты, где можно было получить дополнительную экспу. Также они обещали нам адвент-календарь, в который мы будем заходить каждый день и получать дополнительные награды. Пока что его нам еще не показали. Когда выйдет, я думаю, по всем прям фишкам обновления я сделаю один ролик. Так что думается мне, что еще где-то процентов 20 к этой сумме можно накинуть просто конкретно с каких-то событий, в которых мы будем участвовать за все время, пока будет длиться 7-й сезон Prime Time. Итак, теперь давайте посчитаем для тех, кто уже более основательно взялся, то есть тех, кто может донатить, допустим, без рефералов, да, но те, у кого есть денежка. Мы посчитали, что за все квесты у нас 81, если я не ошибаюсь, но может быть, да, 81. И добавляем сюда еще квест за лутбокс. Кстати, я зря не посчитал его в тех, кто
будет делать, ну, каждый день квесты, потому что лутбокс можно все-таки в RST-магазине приобрести. Правда, сейчас его убрали, я вам его не покажу. Его, возможно, изменят. Но будем считать, что даже лутбокс они не открывают. Мы же добавляем лутбокс сюда, плюс, соответственно, 15 опыта, да? Добавляем сюда потратить 15 RLT токенов, плюс 25 опыта. И из-за того, что мы сделали раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 заданий, мы также добавляем еще Completely Quest, то есть еще плюс 30. Итого в день у нас 151. Соответственно, умножаем это на 7 и получаем 1057 в неделю. И умножаем это на 15. Получаем 15 825 плюс 2370 за каждый вход в игре. Итого, если мы будем делать вот все это, то есть каждый день открывать один лутбокс и еще дополнительно тратить 15 RLT и также играть, то мы получаем 18 225 опыта, что уже, согласитесь, крайне близко к чему-то нормальному, то есть у нас уже 52 уровня. 52 уровня — это достаточно много. Если, опять же, добавить ивенты, в которых, скорее всего, раз вы можете позволить себе каждый день тратить по 15 RLT, неважно, это маркет, либо просто открывать лутбоксы, вы сможете поучаствовать, и в одном из этих ивентов, думаю, как минимум там 5-6 уровней спокойно можно будет получать, а то и больше. И тут хоп, один ивент, второй, и вы уже закрыли полностью ивент пасс и получили не слабый буст для себя. Итак, теперь давайте же сделаем последнее. Мы добавим рефералку. То есть сейчас у нас 151 опыта было, но если мы будем еще каждый день приглашать по рефералу, соответственно 151, добавляем еще 20 за реферала. Получаем 171. Умножаем это на 7, получаем в неделю. Умножаем это на 15, получаем, сколько мы за все время получим, если будем делать все абсолютно, кроме выполнить таск. И добавляем сюда 2370 за вход. 20 325. Плюс какие-то ивенты, 700 опыта там 100% будет, вы закрываете ивент пасс полностью. Реально ли это сделать без доната? К сожалению, я думаю, нет. Просто по причине того, что даже если вы хорошо трейдитесь на маркете и сможете каждый раз делать квест с открытием лутбокса и тратой RLT на маркете, рефералов приглашать настолько много у вас не получится. Ну, каждый сам ищет пути, мы видим по экспириенсу. Соответственно, по наградам мы можем видеть много одинаковых майнеров. Они повторяются очень многие, да, то есть вот повторился, повторяются, очень много майнеров повторяется, и поэтому вы сможете их крафтить в второй уровень, 2 сможете там до 3-го крафтить, и я уверен, что еще в розыгрышах будут точно такие же майнера. Следовательно, у нас получится то, что вы сможете их загрейдить и неплохо усилиться. Итак, обновленный сезон Store. Так как у нас убрали RST за реферальную программу, то теперь каждый абсолютно в равном положении, и донатер, и не донатер, и рефовод, и не рефовод. Единственное исключение — это тот, кто находится там, не знаю, в топ-100, которые просто могут переключиться на RST и получать достаточно много RST в день. Именно за майнинг. Здесь у нас, соответственно, та же самая коробка, которая была, только теперь здесь убрали минимальную награду в, по-моему, 12,5 она давала или что-то такое. Может быть, даже и не было, если честно, не помню. Но факт в том, что теперь минимум 22, и также она стоит 1500 RST, то есть она стоит подешевле. Обновили майнера, которые были здесь, и услышали, кстати, комьюнити, потому что раньше можно было купить 2 за 10 и 1 за 5, и это получалось выгоднее, чем тот, который продавался за 25. Теперь же у нас 410 умножить на 2, и вот плюс 188. Как видите, 1008 получается, если купить один такой и 2 таких, а здесь дает 1 136 pH, то есть теперь это выгоднее. При этом цены остались такие же. Не добавили комнату новую, она есть в сезоне. Возможно, потом ее добавят. И убрали RST-бокс. Насколько мне известно, их добавят каких-то 3 типа. И можно будет выбирать детали, которые вы, соответственно, захотите приобрести. Что у нас изменилось еще?
Непосредственно в квестах в Епасе я не упомянул, что раньше требовалось сделать именно 10 объединений, то теперь вам требуется сделать уже 20. То есть точно так, как было в квесте за РСТ. И если падать детальки будут не так активно, то, извините меня, это будет бить по карману. То есть, скорее всего, что вам придется тратить там на майнинную крипту или еще что-то, на то, чтобы докупать детали. Также они увеличили непосредственно блок ревард практически всех наград. То есть на 25%, как и обещали. В течение всего сезона они плавно будут поднимать все награды за блок на 25% 4 раза. Первый раз они уже это сделали. Также была добавлена новая монетка, это, соответственно, у нас Litecoin. Вот, вы можете посмотреть его блок награду, и его уже можно майнить. Я вам сейчас даже покажу, его уже как бы 7000 майнят. Но с трона слезли люди. Итак, что, я не знаю, я могу сказать об этом сезоне. С точки зрения фри-то-плей игрока, если бы мне дали такой сезон где-то 6-7 месяцев назад, когда я только начинал играть в Rollercoin, это очень сильно ускорило бы мое развитие. Потому что здесь действительно есть награды, которые, можно взять просто играя много и абсолютно без какого-либо доната. С другой же стороны, что я могу сказать для тех, кто условно, играет уже давно. Это очень долгий сезон, и чем дольше идет сезон, однообразный и один и тот же, чаще всего ты очень сильно устаешь. Допустим, я устал, я вчера не играл ни 80, ни 40 игр, и, наверное, не буду играть их и сейчас. Просто по причине того, что я представляю, что мне нужно будет играть 106 дней, каждый божий день по 80 игр, ради, по факту ради чего? Ради того, что я могу условно купить за $100, потому что какой-нибудь ивент выйдет, и я там как-нибудь использую передачу или еще что-нибудь, выкуплю ивент и получу все то же самое. В общем, решайте сами. Обновлений будет еще много. То есть это не конечное обновление, но непосредственно по Event Pass'у я рассчитал, сколько вы можете взять и как вы можете взять. В общей сложности награда у вас по майнерам составит где-то 2,4 PH. И, следовательно, если вы это все перекрафтите, то она будет там за 3. То есть больше 3 уже будет. По RST магазинчику мы посмотрели. Также обновление маркета могу сказать еще маленькое. То, что теперь у вас условно не получится выставить какой-то майнер за оверпрайс. Или наоборот, супер дешево. То есть, в принципе, сейчас при выставлении майнера у вас будет показываться минимальная, максимальная цена. Также хотелось бы еще сказать про глим в Rollercoin, в котором будет, соответственно, сам по себе розыгрыш. Да, мы можем, в принципе, найти его в блоге. Всегда, кстати, проверяйте периодически блог, потому что здесь есть различные какие-то патчноты, какие-то еще конкурсы, я не знаю, еще что-то. И, соответственно, здесь можно много чего узнать. Вот YouTube контест и все остальное. Здесь, к сожалению, у нас не показывается блог. Сейчас я открою ссылочку. Где бы у нас эту ссылочку найти? Наверное, нигде. Ладно, позже чуть-чуть. В общем, там проводится огромный розыгрыш, который уже, соответственно, проводился. Он именно глимовский, то есть он через стороннюю площадку. И вам нужно там, лайкнуть Twitter, подписаться на их Discord, YouTube, все остальное. Ссылку я оставлю в описании. Есть возможность выиграть прям очень крутые призы. Допустим, Roller Miner, Roller Family, да, то есть там на 1 PH майнер или даже больше, если честно, не помню. Вот, кстати, показывает сразу майнера, которые вот условно могут выпасть из бокса, насколько я понимаю. Вот как они у нас выглядят. Вот это просто копипаст того, что уже было только на сноубордике.
Что ж, этот сезон должен в потенциале принести очень много, но пока что это просто сезон с прикольной анимацией самого хомячка. Давайте напоследок я открою немножко лутбоксиков. Вчера я открыл на 1, 1 и 2. Сегодня у меня, возможно, не получится даже открыть 3 раза. Ну хорошо, 9 это уже плюс. Сейчас будет, по идее, 1. Да, и теперь, по идее, где-то 3. Нет, в этот раз мне повезло чуть больше. Я ровненько не ушел в минус. При этом выполнив, соответственно, 2 квеста. Вот так это выглядит. Всем спасибо, ждите новых новостей по Rollercoin. С вами был Max Day 7. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Пока.